Привет танкистам и всем тем, кто ими хочет стать. У микрофона The Gun, а вы смотрите «Безумные опыты», передачу, в которой мы доказываем и показываем неприменимые в бою тактические решения, а также пытаемся проверить на прочность нашу с вами игру. Сегодня в программе взрывной прыжок, вертикальная стрельба и падение синего ястреба. Поехали! Е100 и ФВ-183. Комбинация молота и наковальни, которая неоднократно показывала и доказывала вам множество интересных явлений, связанных со взрывом боеукладки. Но сегодня мы решили проверить не то, как будет взрываться БК, а то, как отлетевшая башня ведет себя в воздухе. Что будет, если в момент подрыва БК над танком пролетит другой танк? Повлияет ли столкновение с огроменной башней на его траекторию полета? В роли прыгуна, конечно же, ELC AMX. Его задача на полной скорости прыгнуть над Е100 в момент подрыва БК. Ну а ФВ-183 должен по таймингу пулять в серого гиганта для красивого фейерверка. Первый же прыжок, и елка делает тройной тулуп в воздухе, чем зарабатывает себе звание чемпиона в Олимпийских танковых играх. Заодно доказывая то, что во время свободного падения лучше не цеплять чужие отлетевшие башни. Во втором опыте мы решили попробовать пострелять, причем вверх ногами и строго вниз. Для этого мы взяли китайский ВАЗик и аккуратно поставили его кормою к небу. Суть эксперимента проста. Выяснить, сможет ли танк, поставленный вертикально, стрелять в землю, когда его орудие полностью уйдет под текстуры. Ну, вдруг вам понадобится с Эль-Халуфа кинуть снаряд через ядро земли на какой-нибудь хайвей. Проверив наверняка, что танк способен стрелять в здание, вплотную встав к нему и полностью спрятав в нем свое орудие, мы начали притворять наш план в жизнь. Раз горизонтально укрыв пушку в текстурах здания стрелять получается, то, скорее всего, можно будет стрелять и в землю. Однако, как бы сильно наш могучий ВАЗик не пыжился, а командир его танка не кричал «Огонь!», прострелить насквозь планету не получается. Как только ваш ствол заходит более чем на 1/3 под землю, вдавливать пальцем левую кнопку мыши абсолютно бесполезно. Стрельба блокируется. Так что, как бы вы ни старались помочь своему товарищу на соседней карте, прострелить насквозь землю у вас не выйдет. А вот на десерт сегодня вас ждет нечто удивительное и неповторимое. Лично у меня, как бы я ни старался, такое не получилось ни разу за все 5 лет, что я играю в танки. Вы наверняка знаете о том, что в нашей игре очень редко случаются такие ситуации, когда вам полностью уничтожают экипаж танка, и вы не можете продолжать бой, хотя сам танк остается почти невредимым. Так вот, наши летуны на елках в этот раз превзошли самих себя и доказали всему миру, что... впрочем, вы сейчас сами все увидите. Нам стало интересно, если танк может быть выведен из строя путем убиения экипажа внутри, то можно ли уничтожить бедный экипаж, спрыгнув откуда-нибудь свысока и шмякнув танк о землю? Один из самых высоких трамплинов в нашей игре находится на карте Химмельсдорф, а с задачей красивого прыжка без парашюта никто не справится лучше елки. Несколько бессонных ночей наши отчаянные доказыватели сигали в пропасть, и все безрезультатно. И вот, спустя огромное количество выпитого кофе и неисчислимое количество попыток, им удалось. ВБР смиловался над нашими летунами и позволил им совершить невозможное. После очередного прыжка, упав на мостовую возле легендарного банана, одна из елок получила такое вот сообщение. Экипаж уничтожен в результате сильного удара. А также в боевом чате высветилось сообщение о том, что экипаж танка уничтожен. Такого я ни разу не видел в мире танков. Для тех, кто не понял, поясню. Танк упал с высоты и взорвался, но причиной смерти танка стало не само падение и потеря всего ХП, а вывод из строя всего экипажа. То есть, если очень-очень сильно постараться, то можно при падении убить команду внутри, при этом сам танк останется живым. Так что пора уже разработчикам вводить в игру подушки безопасности и парашюты для особо прыгучих танкистов.
На этом сегодняшние безумные опыты подходят к концу. И перед тем, как попрощаться, я напоминаю, что вы можете получить по 200 голды за участие в съемках и целую 1000, если предложите нам эксперимент, который мы возьмем в выпуск. Не забывайте вступить в нашу группу ВКонтакте, ссылка на которую находится в описании к этому ролику, а также подписаться на канал Вот Фан. Удачи вам в сражениях и поменьше выбитых экипажей. Увидимся!